Друзья, всем привет! На улице начало августа, июльская жара нас миновала, и в Беларуси опять пошли дожди. На улице Дубак, примерно 15-20 градусов, ветрище, дождище, но это не мешает нам купаться в своем бассейне. И сегодня я расскажу, как мы снова улучшили нашу бочку. Напомню про сам бассейн. Мы поставили теплицу 3,5 на 6 метров, и вовнутрь мы поставили бассейн 5 на 2,5 метра и метр глубиной. Уже месяц эксплуатируем всю эту установку, и я вам хочу сказать, тема получилась просто мега крутая. Советую делать что-то подобное, если захотите. А греем мы все это дело вот такой вот печкой-бочкой. Это 200-литровая бочка, в которой вырезаны дверцы, сделано поддувало днище, все, в общем, она переделана под печку. Внутри два автомобильных радиатора и уже 5 метров металлической гофротрубы. Через все это дело из бассейна засасывает воду и гоняет напрямую в эту бочку, а из бочки в бассейн у нас циркуляционный насос Gilix, который живет вот в таком вот домике. Сам насос называется Gilix 25 на 60, и он трехскоростной. Чтобы вода хорошо прогревалась в этой бочке, мы на данный момент используем его на второй скорости, потому что если переключаешь на третью скорость, то уже очень сильный поток создается, и вода прогревается не так, как хотелось бы. И сегодня мы будем решать конкретно эту задачу, чтобы использовать насос на максимум, прокачивать большой объем воды и сильно ее нагревать. Для этого была снова приобретена металлическая гофротруба. В этот раз уже не 5, а 10 метров. Блин, дорогая штука на самом деле, но я вам хочу сказать, что она очень-очень-очень-очень-очень повышает эффективность нагрева воды в нашей бочке. Вот какая конструкция у нас пока внутри. Это два автомобильных радиатора, одному уже 4 года, второму 2. Они до сих пор не прогорели, с ними все окей. И третьим контуром идет 5 метров такой же гофротрубы. Это гофротруба 20. Вода сначала проходит через один радиатор, потом через второй, потом через гофротрубу и в дальнейшем уже уходит в бассейн. При этом мы имеем на второй скорости нагрев примерно на 20-30 градусов. То есть вода у нас, допустим, заходит сюда 25-20 градусов, а в бассейн уже падает в районе 50. Как видите, все покрыто толстым слоем пепла, угля и всякого нагара, но это никак не мешает нагреваться всей этой конструкции внутри. Да, конечно же, эффективность немножко падает, но вы же не будете ее чистить постоянно. Такой нагар уже образуется фактически после первой топки, но не страшно. Внутри у нас еще много места, поэтому берем нашу гофротрубу и гнем из нее снова змеевик, как мы делали это до этого. Вот как выглядят 10 метров гофротрубы, уже превращенные в змеевик. 10 метров кажется много, но по факту, как видите, гармошка получается совсем на самом деле и не сильно-то и большая. У нас еще есть два пустых отсека, центр у нас занят, но есть место спереди и сзади бочки, и этот змеевик мы вставим сзади. Все это дело внутри бочки мы подвесим на шпильку, потому что труба-то изначально легкая, но когда в нее нальется вода, она потяжелеет и может просто-напросто упасть, а на шпильке она будет висеть и никуда не денется. При этом, как мы видим, у нас этот отсек уже занят гофрой, и если в дальнейшем уже очень сильно переспичит, есть еще свободное место. Все это дело мы собираем исключительно на изоленту и на армированный скотч, никаких фитингов. Фитинги стоят дорого, а у нас максимально бюджетный вариант получается. Но такая схема работает, ничего не протекает. Соединяем всю систему. 10-метровая труба у нас уже идет 4-м контуром нагрева. Включаем циркуляционный насос на максимум и начинаем все это дело развоздушивать, чтобы в дальнейшем внутри совсем не было воздуха. Это повлияет и на скорость потока, и на качество прогрева. Ранее на второй скорости я замерял, мой циркуляционный насос выдавал примерно 0,6 куба в минуту. Но есть же третья скорость, хочется больше. На третьей скорости по объему он прокачивает примерно куб. То есть мы увеличиваем серьезно поток, примерно на процентов 30. А это даст ощутимый прирост к прогреву бассейна. Все собрали, прокачали, теперь запаливаем. Вовнутрь наваливаем дров и все это дело поджигаем газовой горелкой. Ждем, пока схватится.
И идем мерить температуру. А дров, я хочу сказать, в этом сезоне был спален уже вагон. Лето холодное-холодное и непонятно. В прошлом году было гораздо теплее. В этом году за лето было серьезно 2 недели тепла, не более. Печка начинает разгораться, и мы видим со старта, что вода уже на выходе почти 45 градусов. А это очень классный результат. Это, напомню, на 3-й скорости насоса, на максимальной. До этого такой показатель был только на максимальной степени горения бочки, когда внутри уже уйма углей. Ну а дальше бочка разгорелась, и мы видим, что на максимальной скорости мы уже имеем 55 градусов. А 55 градусов – это температура воды, под которую уже не подсунешь руку. Это реально кипяток-кипяток. В целом цель достигнута. Мы не в пике имеем 55 градусов, а на постоянной основе при горении бочки при максимальном потоке воды температура колеблется в целом от 50 и до 60 градусов в нагреве. Это очень круто. Это говорит о том, что теперь наш бассейн будет греться гораздо быстрее, чем это было раньше. Гофротруба реально решает проблему. И этой температуры нам вполне достаточно. Напомню, все это дело у нас качается через пластиковые трубы, которые соединены со всеми вот этими радиаторами и трубами металлическими, просто на изоленту, то есть никаких фитингов здесь нет. Все сделано максимально простенько и бюджетно. Если бы температура воды уходила там до 80 до 90 градусов, а это, поверьте, обеспечить можно, воткнув еще один контур или просто снизив скорость, то боюсь, что все это дело просто расползется. Поэтому у нас теперь и поток, и нужная температура. Печка потиху греется, температура воды уже 26 градусов, а на улице, к сожалению, происходит какой-то ад. Ветрище, дождище, но в тепличке очень уютно и комфортно. И именно для этих целей мы в этом году ее поставили, потому что достало, хочешь покупаться, на улице дубак. Реально советую, если вы хотите что-то подобное себе устроить на даче, либо в частном доме, то теплица реально решает эту проблему. Внутри всегда чисто, сухо, комфортно, нет насекомых, вас не едят комары. И всегда теплая вода. Что касается микроклимата в самой теплице, то можете видеть сами, за бортом примерно плюс 15, в теплице 23 градуса. И даже влажность всего лишь 75%, и это от того, что на улице идет дождь, то есть все вокруг мокрое. У нас нет эффекта парника. А в жаркую погоду в теплице мы открываем двери, и внутри, поверьте, не жарко, точно такая же температура, как и на улице. Многие в комментариях к предыдущим видео писали мне, что внутри будет просто ад. Нет, ада нет. Ад на самом деле сейчас на улице. Холодно и дожди. Итак, спустя примерно 4 часа мы подходим к нашей тепличке и проверяем. Температура воды уже 29 градусов. При такой погоде это ощущается реально как горячая вода. То есть у нас 10 тонн горячей воды, и это супер круто. Что мы имеем по факту? Мы имеем то, что у нас на улице холодно, внутри теплицы у нас достаточно комфортная температура, и температура воды 29 градусов. С 25 до 29 4 градуса она поднялась за 4 часа. При максимальном потоке воды через насос и уже настолько обновленной бочкой мы получаем градус в час. А градус в час — это, поверьте, 50 тоннах воды очень хороший результат. Поэтому гофротруба реально решает. Но, повторюсь, вещь, к сожалению, не из дешевых. Но это того стоит. И еще пару слов о погоде. В этом году мы пережили уже достаточно большое количество бурь. И я вам хочу сказать, что впервые за 5 лет у меня улетел батут. Так жалко, у него поломалось 2 стойки. Мы их выгнали в обратную сторону. Он продолжает работать. А тепличка устояла, с ней все окей. Как-то так, дорогие друзья. Лето продолжается. А на этом все. Кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!